Ты думаешь, яхта – это про роскошь, селебрити и шампанское на закате? Что если я скажу, что это идеальное место, чтобы тебя изнасиловали, выбросили за борт, и никто даже не начал бы расследование? Сегодня я расскажу, почему яхты – это не тусовка, это ловушка. Это место беззакония, где исчезают девушки. И все это прикрыто глянцем, статусом и связями. Часть первая. Что такое яхтинг? Если простыми словами, это когда богатые мужчины приглашают моделей, актрис, блогеров или просто красивых девушек на роскошные яхты под различными предлогами, веселые вечеринки или приватного отдыха. Это может выглядеть как обычная тусовка с алкоголем, музыкой и бассейном, но на самом деле это давно отлаженная система, в которую девушки попадают не просто так. Официально все выглядит красиво. Девушка прилетает на ивент, снимает сторис, ест фрукты, пьет шампанское. В неофициальной части есть задача – быть рядом, улыбаться, развлекать и выполнять необсуждаемые условия. Сегодня быть рядом, всегда под рукой. Люблю держать под контролем то, за что заплатил. Чаще всего сексуальные. И да, за это платят. Иногда подарками, иногда наличкой. Суммы разные, все зависит от статуса и услуг. Зачем богатым мужчинам все это? Это не про секс, это про власть и контроль, про доступ к телам, к которым обычный человек бы даже не подошел. Они платят не за девушку, они платят за то, чтобы она делала, что они хотят, и молчала. И чем выше ее медийность, тем выше ценность. Почему туда идут даже звезды? Потому что это часть индустрии. Через яхты заводятся нужные знакомства, подписываются контракты, получаются роли. Ты можешь быть никому не нужной моделью в Инстаграме и через одну поездку оказаться на обложке журнала. Или в рекламе. Или даже сняться в кино. И это не слухи, все давно задокументировано. Было официальное расследование после Каннского фестиваля. Но до сих пор это считается открытым секретом. Все об этом знают, но никто об этом не говорит. Часть вторая. Как можно угодить в яхтинг. Ты можешь думать, я-то тут при чем? Я не модель и не актриса. На такие яхты зовут только звезд. Раньше, может, так и было, но сейчас все гораздо проще и страшнее. Сегодня в эту историю может попасть любая девушка, которая просто прилетела отдохнуть. Допустим, ты летишь в отпуск, одна или с подругами. Турция, Греция, Италия. Любая страна, где есть море, солнце и курорты. У тебя отпуск, хорошее настроение. Фотки в купальнике в сторис, расслабленное состояние. Ты молодая, красивая, и это видно всем, кто хочет это увидеть. Тебе пишет парень в директ, или ты листаешь Тиндер, и он ловит тебя по геолокации. На фото он в дорогой машине, с брендовыми часами, говорит по-русски, пишет вежливо. Такая красивая, давай увидимся и поужинаем. Все выглядит нормально, он вроде бы приличный, не давит, не спешит. И ты думаешь, ну а почему бы и нет? На следующий день он пишет и зовет на яхту. Говорит, у нас классная компания, веселые ребята, все свои. Будет музыка, шампанское, закат. Он предлагает заехать за тобой или приехать на яхту к пирсу. Все выглядит как обычная тусовка. И ты соглашаешься. Ведь это просто обычный отдых. Правильно? А вот теперь начинается самое интересное. На яхте тебе вежливо предлагают отдать телефон, чтобы ты не отвлекалась и никто не снимал гостей. Сначала легкая музыка, коктейли, шутки. А потом яхта уходит в море. Ты пытаешься выйти – закрыто. Ты говоришь «нет», тебя не слышат. В этот момент ты понимаешь, что тебя заманили. И никто не знает, где ты. Правила очень просты. Ни сигарет, ни духов, ни выходов в свет без разрешения. Ты не можешь позвонить, не можешь убежать, не можешь ничего доказать. А если что-то случится, у них деньги, связи, юристы. А у тебя только надежда, чтобы тебя вернули назад. И вот именно так, прямо сейчас, в яхтинг попадают не селебрити, а обычные девушки, которые думали, что идут на вечеринку, а оказались в чужой системе, без выхода. Мы собрали для тебя файл «Система безопасности для красивой сексуальной женщины». Не чтобы сказать «не высовывайся», а наоборот. Как высовываться безопасно. Этот файл для тех, кто хочет жить в полную силу, быть собой, ходить на вечеринки, одевать то, что ему нравится, и не переживать за свою жизнь и за свое тело. Внутри короткие и четкие правила. Как выстраивать границы и не терять себя. Как вести себя на вечеринках, в новых компаниях, при странных предложениях. Что говорить, если тебя пытаются развести на тусовку или путешествие. Как не дать сбить себя с толку подругам, парням, вообще твоему окружению. Как распознать опасность до того, как станет уже поздно. Этот файл не про страх, он про силу. Потому что ты имеешь право быть яркой, быть сексуальной, быть живой. Но самое главное – быть защищенной. Скачай файл в нашем телеграм-канале и передай тем, кто тебе важен.
Пусть ни одна девушка никогда не платит за свою свободу болью. Часть 3. Реальная история. Эмили Ротаковски – одна из немногих девушек, которая хотя бы что-то об этом рассказала. Она в своей книге «My Body» открыто написала, что она принимала участие в подобных вечеринках. В одном эпизоде она описывает, как сопровождала малазийского миллиардера Джо Лоу, который был обвинен в хищении $4,5 миллиардов. Она честно пишет, что ей заплатили $25 тысяч за нахождение в компании на таком мероприятии. Звучит вроде бы безобидно. До момента, пока ты не узнаешь, что этот человек фигурирует в множестве сливов, связанных с наркотиками, проституцией и шантажом. И что других девушек после этих вечеринок никто больше не видел. Ким Кардашьян. Есть история о том, что она после вечеринки с тем же самым Джо Лоу увезла наличкой $250 тысяч в мусорном пакете. И ей было подарено Феррари. Об этом писали в Daily Mail. Кайли Дженнер, Хейли Бибер, Белла Хадид, Ирина Шейк. Все они были замечены на тех самых яхтах в Каннах, в Сан-Тропе, в Дубае. Одни на фото, вторые на видео, третьи в слитых переписках. Некоторые из них были несовершеннолетние на тот момент, некоторые уже на пике славы. И все это преподносилось как элитный отдых. Бывший сотрудник суперяхты в интервью Vice рассказывал, как ему приходилось убирать после оргий, вывозить лишних девушек, которые не вписались. И даже были несчастные случаи, когда приходилось убирать части тел. Это был самый престижный контракт в его жизни, пока он не понял, в чем он участвует. Это не шоу, это система. Гламур – это всего лишь обертка. Реальность – это грязь, насилие и страх. Часть 4. Почему яхта – одно из самых опасных мест? Первое. Ты не сможешь сбежать. Яхта – это закрытое пространство посреди воды. Это не клуб, не квартира, не улица. Если ты почувствуешь, что что-то не так, ты не сможешь выбежать, не сможешь вызвать такси или просто банально уйти. Находясь в открытом море, у тебя нет ни выхода, ни помощи. Второе. Там может быть кто угодно. Тебе может казаться, что все свои, все нормальные, все дружелюбные. Но ты не знаешь, кто они на самом деле. Третье. Телефон под предлогом приватности. На многих яхтах просят сдать телефон, чтобы никто не снимал гостей. Такая политика. Но по факту ты остаешься без связи, без возможности кому-то позвонить или даже написать. Четвертое. Алкоголь с сюрпризом. Ты не знаешь, что тебе конкретно налили. Один бокал, и ты больше ничего не помнишь. А они делают, что хотят. И самое главное, что ты ничего не сможешь доказать. Пятое. Давление и уговоры. Тебе могут прямо не угрожать, но скажут: ты знала, куда шла, не порти атмосферу, все уже расслабились. Но это твоя работа. Ты теряешь уверенность, стесняешься, думаешь: ладно, просто пережду, а потом уже может быть поздно. Шестое. Никто не узнает, что с тобой случилось. На яхте нет камер, нет охраны, которая на твоей стороне. И даже нет соседей, которые могли бы услышать твой крик. Что это за дерьмо? Думаешь, я не заметил? Сэм, Какого нет, черта? Эми, Я нет, идиот, по-твоему? Давай, Что вали отсюда. происходит? Эми, он меня утопит. Хватит! И если что-то произойдет, это останется только между тобой и ними. И в 99% случаев ты не сможешь ничего доказать. Потому что скажут: ну ты сама пришла. Кажется, если поехать не одной, все будет безопасно. С подругой, с другом, с какой-то компанией. Но это иллюзия. Потому что яхта — это не клуб, где кто-то может заступиться. Это закрытая территория. Там нет своих. Там есть только те, кто тебя туда привезли. И если они что-то захотят сделать, они сделают. И неважно, одна ты будешь или с кем. Подругу могут увезти в другую каюту и тем самым вас разделить. Парни могут напоить, обезвредить, вырубить. Особенно, если он не понимает, с кем имеет дело. Помни, ты там гость, а они хозяева. И они делают, что хотят. Именно поэтому думать: я не одна, значит все будет хорошо — это одна из самых опасных мыслей. Часть 5. Как не попасть в беду. Мы не хотим внушить страх. Не каждая яхта — это насилие. Не каждый богатый мужик — это маньяк. И да, бывают вечеринки, которые действительно веселые и безопасные. Но безопасны они только в одном случае: если ты знаешь всех, с кем туда идешь, и соблюдаешь элементарные правила безопасности. И вот эти правила. Первое. Если ты собираешься на яхту, обязательно сфотографируй ее название. Как правило, название находится либо на борту, либо на корме яхты. Сделай фото, отправь подруге и кому-то из членов семьи. Второе. Сделай скриншоты аккаунтов и переписок, кто тебя звал на яхту. И если что-то случится, это будет единственная зацепка, чтобы понять, где ты и что с тобой могло произойти, и кто тебя туда позвал. Эту информацию также необходимо отправить близким друзьям и членам семьи. Третье. Не соглашайся ехать на яхту, если ты не знаешь хотя бы половину людей. Ты не знаешь, в какую компанию можешь попасть. И если начнется что-то страшное, ни один человек за тебя не заступится. Это важно. Четвертое. До выхода в море обязательно отправь геолокацию. И напиши сообщение, что я вот на такой-то яхте с такими-то людьми. Пятое. Не приезжай на яхту под алкоголем. Ты должна быть трезвой, чтобы оценивать обстановку.
и понимать, когда становится опасно. Если ты уже подвыпивший, шансов на трезвую реакцию у тебя уже практически нет. Шестое. Договорись с близкими о кодовой фразе. Пусть это будет что-то нейтральное, например, как там собака, по которой они поймут, что ты в опасности. Никто не поймет, кроме тех, кто в курсе. Седьмое и самое важное. Если у тебя внутри хотя бы немного тревожно, не иди. Это твоя интуиция, это не волнение. Это сигнал, и он крайне редко бывает просто так. Если ты красивая, заметная, яркая, это всегда ресурс. Это открывает двери, да. Дает внимание, восхищение, возможности. Но это также и риск. Потому что в глазах многих ты перестаешь быть человеком и становишься просто объектом. Чьей-то фантазией, трофеем или чьим-то инструментом. Это не про то, как ты одета. Это про сам факт, что ты выделяешься, что ты красивая. И этим будут пытаться воспользоваться всегда. Мягко, подло, с обманом. Мы не говорим «бойся», мы говорим другое. Будь вооружена. Понимай, как устроена эта игра. Знай, какие в ней есть роли. И умей вовремя выйти, пока не стало поздно. Это и есть настоящая защита. Не страх, не отказ от жизни, а осознанная сила. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на канал. Пишите обязательно комментарии. Рассказывайте свои истории. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Делитесь этим видео. Берегите себя. Всем пока.